Когда вышло аниме «Повторная жизнь», неожиданное начало видео про город, в котором меня нет. Многие хвалили его за романтическую линию, упуская название и, следовательно, цель автора. А ведь история про парня, который потерял смысл жизни. Ему дали шанс изменить свою судьбу, чем он воспользовался и смог в итоге социализироваться в обществе. Именно эта цель проходит красной нитью через все аниме. Цени жизнь, ведь она не бесконечна. Аналогичная ситуация с «Город, в котором меня нет». И если вы относитесь к людям, которые пишут, что это аниме про глупый детектив и милую детскую романтику, знаете, мне кажется, вы невнимательно слушали этого персонажа из начала первой серии. 作品から見えてこないんですよ、あなたの顔が。 Оставим пока его и обратимся к автору манги Кей Самбе. Но сначала важное лирическое отступление. Если вам интересны видео, которые я делаю, и хотели финансово поддержать канал, то я специально для этого создал Boosty. Он же станет местом для эксклюзивного контента. Например, там будут выходить разборы аниме, которые не подходят для канала. Так что если есть желание поддержать канал в развитии, то ссылка есть в закрепленном комментарии. И всех, кто поддержит, поблагодарю уже в следующем видео. Кей Самбе родился в префектуре Хоккайдо. Окончив школу, переехал в Токио и поступил в университет на специальность художник фонов. Во время обучения он стал ассистентом мангаки Хирохико Араки, создателя Джоджо, и проработал с ним 8 лет. Параллельно он пытался написать хоть какую-то интересную историю, а еще за следующие 7 лет своей деятельности он так и не напишет популярную мангу. Одни ударялись в попсовые эти, другие в клишированные истории. Всем его работам словно чего-то не хватало. Возможно, таланта, опыта или рефлексии. А вот это уже важная зацепка. Сатору, главный герой аниме, тоже из Хоккайдо переехал в Токио и тоже долгое время не мог добиться успеха как мангака. Он боялся открыться миру и писал никому не нужные истории. Но после всех ключевых событий в аниме он попадает в кому на 15 лет, меняется и пишет мангу, которая позже удостоилась аниме-адаптации. И давайте для полноты картины рассмотрим других персонажей и их роли. Мама Сатору – идеал родителя, по мнению Санбе. Ее цель – поддерживать сына на протяжении всего пути. Друзья из школы – инструменты для двигателя сюжета. Помогает в расследовании и создают ощущение того самого идеального детства. Дзюн – метафора мотивации и пример, как неуверенность может загубить всю жизнь. Он как путешественник во времени. Говорит, что курить плохо – это тебя убьет. Но ты продолжаешь курить и неожиданно умираешь через неделю. В нашем случае он мотивирует Сатору быть смелее, быть честным и поступать так, как хочешь. Но, как и с курением, Сатору понял это только тогда, когда получил шанс изменить свою жизнь. Кайо – главная героиня, которая выступает метафорой ключевого изменения. Она событие, приведшее к цепи неудач Сатору. Яшара – учитель и по совместительству убийца Кайо, следствие аморфности Сатору. Он как отложенное дело, которое с каждым днем сильнее и сильнее влияет на мир, а потом просто задавливает своей невозможностью откладывать дальше. Айри по своей одежде, стилю и фразе похоже на Каю. Айри помогает Сатору справиться со своими проблемами и выступает метафорой юношеского максимализма и надежды. Поэтому конец истории помимо любовного воссоединения обретает второй смысл. Даже изменив судьбу, твоя надежда не умрет. Это все дает понимание, что на самом деле история не о мальчике-детективе. Подтверждает это и сам автор. Проблема появления этой манги зарыта в голове Кей Самбе. Он прошел путь длиной в 15 лет, ничего не достиг, и у него зародилась идея. Сделать историю про путешествие во времени с примесью детектива. Он начал набрасывать персонажей, выстраивать фабулу, но чего-то не хватало. И тут он приходит с этим первым томиком к редактору, который говорит: «Знаешь, в этой истории не хватает тебя». Самбе сразу уловил суть слов. В этот же момент он переписывает всех персонажей, меняет концепцию и начинает копаться в своем прошлом. Находит там крупицу истины, и теперь вместо пародии на Врата Штейна пишет историю своей рефлексии. Мы привыкли понимать ностальгию в нескольких контекстах. Один из самых известных – это «раньше было лучше». Так происходит, когда недоволен своей нынешней жизнью, а из-за когнитивных искажений в голове остаются воспоминания только о хорошем. Поэтому нечто новое для таких людей вызывает отвращение. Есть и другой тип, когда вспоминаешь моменты из жизни и тоскуешь по ним. Это медицинское определение ностальгии, и это уже депрессивный синдром. Но существует и третий тип, когда анализируешь свое прошлое с целью улучшить будущее. Это и называют ностальгия как рефлексия. Суть ее в том, чтобы вместо самобичевания на почве неудачи начать ее анализировать. Рассмотрим на примере аниме.
Вначале Сатору представляется как замкнутый и неуверенный в себе человек. Он создал мнимый барьер от окружающих и пытается выглядеть нелюдимым. Таким он стал благодаря своим решениям. И нам известно, что самым ключевым стало решение не помогать Каю. Будучи ребенком, он понимал, что что-то не так, но его общественная маска мешала в этом разобраться. И даже Кенни, друг Сатору, хоть и видел синяки, но ничего не делал. Но как только происходит убийство Каю, в главном герое ломается внутренний стержень. Единственный аргумент, который убеждал его не лезть в чужие проблемы. Аргумент, что Кая жива. Всю оставшуюся жизнь он убеждает себя, что именно он виноват в смерти Каю, что, зная о проблеме, не попытался помочь ее решить. Чувство вины – одно из самых сильных негативных чувств, и чем дольше мы с этим живем, тем сильнее замыкаемся в себе. Поэтому Сатору стал таким, и поэтому метафорически погиб в этой мировой линии. И в обычной жизни стоило бы прибегнуть к рефлексии и отпустить чувство вины, но так как все же это аниме, то Сатору дают второй шанс все исправить. Поэтому, зная, к чему приведут его решения, он начинает планомерно их исправлять. Знаете, это довольно удобно – допустить ошибку, откатиться назад и исправить ее. И именно так в своих размышлениях считал Кей Самбэ о 15 творческих годах. И еще, когда создавал эту историю. Как было уже сказано, Сатору стал замкнутым после смерти Каю. В метафорическом плане Сатору сделал выбор, который оказался ошибочным. Не смог с этим смириться и загубил все свое будущее. Приведу более близкий нам пример, как неудача на контрольной или как неудача на собеседовании. Можно все бросить и превратить ошибку в трагедию, а можно и спокойно сесть, проанализировать и вынести какой-то урок. Это нас подводит к той самой рефлексии Кей Самбэ и поиску своей цели, чтобы мотивировать себя. Он перенес свое состояние на Сатору и, используя концепцию путешествия во времени, начал менять ключевые решения. Здесь и заложена основная метафора. Сатору погрузился в свое сознание и начал выстраивать цепочку действий с самого начала. Он перебирал все возможные варианты, чтобы исправить случившееся, и таким образом проводил терапию своего пути. Если мы рассматриваем смерть Каю как ключевое решение, то на его место можно поставить другую ситуацию. Игровой пример, когда не помогаешь Цири из-за своей неуверенности, или просто принимаешь решение не вмешиваться. Тогда она в конце истории погибнет. Можно привести реальный пример, когда поступаешь в университет, потому что все туда поступают. И даже не думаешь, какое направление тебе ближе, поэтому просто отсиживаешь еще 4 года за партой. Все эти решения приводят к плачевным или не очень последствиям. Если они уже наступили, как то было у Сатору, то остается принять их и начать анализировать путь. Сатору делает то же самое. Погибшие дети в его истории – это такие же решения. Когда он их спасает, то таким образом принимает прошлое, и исследователь меняет оставшуюся цепочку событий. Но остается еще один важный компонент – убийца этих детей. Изначально Яшера предстает как классическое зло, убивает без какой-то явной на то причины, и причем автор даже не пытается выстроить в сюжете детективную линию. Все потому, что для истории совершенно не важно, кто убийца. Это лишь инструмент для повествования, который выступает как противодействующая сила. Если ничего не делаешь, то она тебя и не трогает. Но если начинаешь взаимодействовать с миром, то получаешь от нее в ответ. Но история Яшера на этом не заканчивается. На самом деле его роль более чем важна. Как социальные существа мы нуждаемся в других людях. Для нас важно общение и перенятие полезной информации. Но есть другой важный и немного абстрактный элемент жизни – это заполнение пустоты в сердце. Первое, что приходит на ум при подаче такого определения – это любовные отношения. На самом же деле это лишь малая часть всей концепции данного понятия. В ситуации с Яшер заполнением пустоты в сердце будет убийство. Было бы логично, но нет. Давайте пойдем по порядку. Главная проблема дачи конкретного определения в том, что все мы разные. Можно взять за основу синонимичное понятие «смысл жизни». Каждый сам определяет для себя, чем заполнить пустоту. Для одних это может быть хобби, другие любят созерцать природу, третьи – фанаты своей работы. Единственное, чем можно объединить все типы заполнения пустоты, так это получением удовольствий от жизни. Классическая философия здесь тоже сводится к понятию блага. То есть не столь важно, к какому течению ты прильнешь, сколько личное удовлетворение им. Например, Аристотель полагал, что целью человеческих поступков является счастье. Оно состоит в осуществлении сущности человека. Эпикур же провозгласил целью человеческой жизни получение удовольствия. Не как чувственное наслаждение, а как избавление от физической боли, душевного беспокойства, страдания, страха смерти. Но чем дальше развивался человек, тем большими терминами обрастал смысл жизни. В нашем современном мире главной проблемой стала философия успеха. Она обесценивает человеческую индивидуальность.
пытается свести все к одному правилу, подменить личную ценность другой, популярной сейчас в обществе. И возвращаясь к Яшера, он также стал заложником этого состояния. Он убивает людей, у которых видит над головой нить паутинки. Да, звучит как психическое расстройство, только вот в чем дело. Это тоже не заполнение пустоты в сердце. Это оправдание и попытка обмануть самого себя. Ведь на самом деле Сатору является тем самым элементом. И если он умрет, то Яшера последует за ним. 私だけがいない街、ひなずきかよ。 Когда автор что-то пишет, то помимо сюжета придумывает ёмкое и характерное название. Это не обязательно автор книги или манги. У видео, которое вы сейчас смотрите, тоже оно есть. Задача названия — привлечь аудиторию и дать понимание о содержании. Но со вторым пунктом часто любят играться. Название «Город, в котором меня нет» присутствует внутри самого аниме. Так называется рассказ «Кайо». В нем она пишет о том, что хочет уехать ото всех на какой-нибудь остров. Тем самым рождает метафору о городе, в котором ее не будет. То есть название говорит об отрешенности от действительности. И нам подают это исключительно как проблему Кайо, что она одна, даже живя в городе, уже не существует в нем. Никто не общается с ней в школе, никто не пытается помочь, даже если видит. Все вокруг словно делают вид, что ее не существует. В наше время эта проблема более чем актуальна. А зная ситуацию с японскими школьниками, даже остро социально. Но Кайо в этой истории помогает Сатору, и в итоге она уезжает из этого города, избавляется от метафорического статуса и делает его фактическим. Только на этом все не заканчивается, ведь Сатору попадает в кому. Через 15 лет он просыпается в городе, где его не было. Теперь он снова вынужден выстраивать всю цепочку связей, и благо в этом ему помогают школьные друзья. Если, зная все эти вводные, снова обратиться к названию, то можно понять сокрытый в нем смысл. Город, в котором меня нет, это авторский термин человека, который не подходит этому месту. В концепции творчества это называется Big in Japan. Так говорят о тех, кто не смог стать известным в США, но стал популярным в Японии. В контексте города, в котором меня нет, это мечтать быть значимым где-то далеко. Не обязательно в плане расстояния, но может быть и в плане времени. Но при этом здесь уже являться никем. Таковым был Кей Самбэ до написания своей манги. В своем творчестве он был никем. И единственным спасителем его жизни стала рефлексия, поиск своей цели и мечты. Поэтому он нуждался в произведении, через которое сможет сублимировать свои переживания. И даже пускай его к этому подтолкнули, он все равно сам прошел весь этот путь и вынес для себя ценный жизненный урок. Нужны не только таланты видения. Вам нужна такая точка в мультивселенной, когда вы окажетесь в своем месте и в свое время. Для каждого из нас шансы оказаться в этой лучшей точке стремятся к нулю. Но даже если, несмотря на это, продолжать бить в одну и ту же идею, однажды у вас все получится.